Почему все смотрят на такие графики? Что означают эти разноцветные линии? Почему одна линия толстая, другая тонкая? Почему одна длиннее, другая короче? Кто решает, когда эти линии должны изменить цвет с зеленой на красную, например, и наоборот? В этом видео мы разберем график на детали. Я покажу, что значит каждая деталь и как на это можно заработать. Во-первых, все вот эти разноцветные линии называются японские свечи. Каждая линия или каждая свеча показывает, как вел себя рынок в определенный промежуток времени. Если у нас включен дневной график, то каждая свеча отражает движение цены за один день. Если у нас включен 15-минутный график, то каждая свеча — это движение цены за 15 минут. Покажу на примере. Сейчас у нас включен 15-минутный график, и мы видим, что каждая свеча сменяется через 15 минут. Прошло 15 минут и появилась новая свеча. Но если мы включим односекундный график, то каждая свеча будет сменяться через 1 секунду. То есть каждую 1 секунду будет появляться новая свеча. Как видите, иногда свеча может быть очень маленькая, так что ее почти не видно, это мы тоже разберем. Но смысл в том, что каждую секунду появляется новая свеча, потому что у нас включен односекундный график. Если мы включим одноминутный, то каждая новая свеча будет появляться каждую минуту. Это все равно, что зайти в Google карты и приближать и отдалять карту. Мы можем приблизить карту вот до такого расстояния и будем видеть каждое малейшее движение цены, а можем отдалить, например, на 30-минутном графике цена двигается уже не так сильно. А если мы включим недельный график, то каждая свеча будет равняться 1 неделе. И тогда движение цены еще менее заметно. Что значит зеленая свеча и красная свеча? Зеленая свеча означает то, что в этот период покупателей было больше, чем продавцов. И цена в конце этого периода выше, чем была у предыдущей свечи. Красная цена означает, что покупателей было меньше, чем продавцов, и продавцы были вынуждены снизить цену. И значит, что цена в конце этого периода ниже, чем была в конце предыдущего периода. Представьте, что на рынке яблок цена была 100 рублей за килограмм, а вечером стала 120. Это зеленая свеча. Означает, что покупатели активно скупали яблоки в течение дня, и цена на них выросла. Если наоборот, цена была 100 рублей за килограмм, а стала 80 рублей, это красная свеча. Означает, что покупателей было не так много, и продавцам пришлось сбросить цену, чтобы продать яблоки. Так работает спрос и предложение на любых рынках. Если спрос выше, чем предложение, цена на товар растет. Если предложение превышает спрос, то цена на товар начинает падать. Из чего состоит свеча? Свеча состоит из тела и теней. Верхняя тень – это максимальная цена за период, нижняя тень – это минимальная цена за период. Тело – это разница между ценой открытия и ценой закрытия в определенный период времени, то есть внутри этой свечи. Для зеленой свечи низ тела – это цена открытия, верх тела – это цена закрытия. Для красной свечи наоборот. Для примера возьмем 15-минутную зеленую свечу. У нее низ тела – это цена, которая была в самом начале 15 минут, в самую первую секунду, когда появилась эта свеча. А верх тела – это самая последняя секунда, когда эти 15 минут истекли. Поэтому низ тела и называется ценой открытия, а верх тела – ценой закрытия. Для красной свечи все будет точно так же, только наоборот. Верх тела будет цена открытия, а низ тела – цена закрытия. То есть верхняя граница тела – это там, где цена находилась в самом начале 15 минут, нижняя граница тела там, где цена находилась в самом конце 15 минут. Тень показывает лишь, куда цена ходила в течение этого периода. Например, для 15-минутной свечи тень показывает, куда цена доходила в течение этих 15 минут, но в конце, когда 15 минут истекли, цена уже была на этом уровне, поэтому тень осталась такой длинной, но цена закрытия у нас по-прежнему там, где цена находилась в последнюю секунду этих 15 минут. Почему цена растет или падает? Все зависит от спроса и предложения. Например, кто-то продает биткоин за 100 тысяч долларов. Другой человек видит, что его хорошо скупают, и свой биткоин он уже хочет продать по 101 тысяче долларов. Третий человек видит, что и по 101 тысяче долларов биткоин хорошо скупают, поэтому он поставит свою цену 102 тысячи долларов. Таким образом, цена растет. Но может быть такое, что биткоин кто-то хочет продать по 100 тысяч долларов, но его никто не покупает. Готовы купить только за 99 тысяч. Поэтому рано или поздно найдется продавец, который скажет: хорошо, я согласен, готов продать за 99. И вот рыночная цена уже 99 тысяч долларов. Таким образом, в зависимости от спроса и предложения, цена растет
или падает. Переходим к самому интересному. Как читать свечи и зарабатывать на этом. Благодаря свечам мы можем понять, что сейчас происходит на рынке. Кто сильнее, покупатели или продавцы? Куда толкают цену, вверх или вниз? И первое, как мы можем это понять, по размеру тела. Большие тела – это сильное давление со стороны продавцов или покупателей. Если мы видим большие зеленые тела у свечей, это значит, что покупатели давят на цену и толкают ее вверх. Если мы видим маленькое тело и большие тени, это означает сильную борьбу между покупателями и продавцами, но явного лидера нет. То есть если свеча зеленая и почти без теней, то покупатели активно гнали цену вверх. Если у свечи длинные тени, то шла активная перетяжка каната то вверх, то вниз, но пока никто не победил и цена осталась посередине. Вторая концепция – это большие тени. Где находится тень? Это очень важно. Если тень находится сверху, это означает сильное давление продавцов при высоких ценах. Если тень находится снизу, означает сильное давление покупателей при низких ценах. Когда покупать и продавать? Для этого есть паттерны. Паттерны — это повторяющиеся движения на графике, и на истории мы видим, что если происходит определенное событие, то после него чаще всего статистически происходит рост цены или падение цены. И вот эти события на графике называются паттернами. Паттерн первый – бычий пин-бар. Мы видим маленькую зеленую свечу, большую тень снизу и почти нет тени сверху. Это означает, что продавцы пытались уронить цену, но в итоге покупатели все откупили и в итоге подняли цену даже выше начала, выше, чем она была. Если после падения вы видите такой бычий пин-бар, это означает, что продавцы выдохлись и, вероятно, цена может пойти вверх. Второй паттерн – это медвежий пин-бар. Небольшое красное тело свечи, большая тень сверху и маленькая или отсутствующая тень снизу. Означает, что покупатели пытались перехватить инициативу, но продавцы продавили цену вниз. Особенно после сильного роста это может быть сигналом к ослаблению покупателей и возможному изменению тренда. Третий паттерн – доджи. Маленькое тело свечи, неважно красная или зеленая свеча, большая тень сверху и снизу, означает, что ни продавцы, ни покупатели не смогли никого победить, и сейчас большая неопределенность на рынке. И да, если вы видите на графике одну доджи, то это может мало о чем вам говорить, но если вы видите несколько доджи подряд, то будьте готовы к резкому движению цены в любую сторону. Сама по себе свеча доджи с одной стороны не дает нам никакого понимания рынка, куда он пойдет, вверх или вниз, но в сочетании с другими свечами она бывает очень полезной, и сейчас дальше я расскажу, как ее читать. Четвертый паттерн – это бычье поглощение. Сильный сигнал покупки. Когда мы видим сначала красную свечу, и потом зеленая свеча за ней, которая полностью откупает эту красную свечу и как бы поглощает ее. Здесь обычно открывают сделку выше зеленой свечи и ставят стоп-лосс ниже тела зеленой свечи. Но для покупки лучше дождаться прорыва максимума зеленой свечи. Пятый паттерн – медвежье поглощение. Сильный сигнал на продажу, если мы видим зеленую свечу и потом ее поглощает красная свеча. То же самое, что мы рассмотрели в предыдущем примере, в предыдущем паттерне, только делаем наоборот. Если мы видим прорыв минимума красной свечи, которая поглотила зеленую, это означает, что цена, скорее всего, пойдет вниз. Шестой паттерн, его называют утренняя звезда, он означает разворот наверх. Если мы видим большую красную свечу, затем видим доджи и затем видим зеленую свечу, это достаточно хороший бычий сигнал. Здесь можно привести в пример восстановление после болезни. Например, человек заболел, его состояние ухудшалось, потом у него было стабильное состояние, и потом он пошел на поправку, пошел на улучшение. И вот это улучшение здоровья, это есть та самая зеленая свеча. Чем больше зеленая свеча по отношению к красной свече, тем сильнее бычий сигнал. Сигнал на покупку, на рост цены вверх. Седьмой паттерн – вечерняя звезда или разворот вниз. То же самое, только наоборот. Если мы видим сначала зеленую свечу, потом доджи и потом красную свечу, это медвежий сигнал, означает, что цена, скорее всего, пойдет вниз. Здесь обычно мы открываем сделку в шорт ниже минимума красной свечи и стоп ставим выше свечи доджи. Я думаю, вы оценили, насколько свеча доджи полезная и какую роль она играет в паттернах, хотя сама по себе может и ничего не значить.